И вот он, товарищ. Хороший такой. Но попробую все заизолировать, одеть на место. Синяя изолента творит чудеса. Это, как помните, анекдот. Я придумал. Я пока здесь буду резать или пилить, а вам покажу красотищу. Солнце встает. Красивый сегодня восход. Как будто с бензином загорелось. Просохла просто эта колода, всю ночь лежала. Доброе утро, друзья. Зеленый чаек можно и холодным пока попить. Костерок развел, чтобы поменьше комаров было. Сегодня ночью уже было получше ночевать, чем прошлой. Комары уже не настолько издевались надо мной. Только что обратил внимание, пропал мой садок. Там было пару лещей. Висел он на таком, на рогачике, воткнутом в дно. Странно, вроде бы и шторма какого-то не было. Не могло его там раскачать. Так что сейчас возьму лодку, посмотрю, где садок. Сейчас подкормлю Карлоса. Пойдем, Карлос, выбери, что ты сегодня будешь есть. Вот это твое? Да? Ну пойдем. Тихо, тихо. Вот такой брикетик спрессовался из перловки. Белка только что неудачно прыгнула, упала и кое-как зацепилась за последнюю веточку. Мелкая, только учится, наверное. Часто срывается. Ух, комарики тут. Так, ну садок вот он, видно. Видимо, все-таки рогачик немного наклонился просто. Не буду его трогать, пусть так и висит. Семейка птичек впереди. Мелкие утята, цыплята. Перевязал крючочек покрупнее. Плотва сейчас вообще не клюет, поэтому на леща можно не сильно мельчить. Я бы и не менял, конечно, оснастку, но завязался узелок. Не понимаю, с чем связано, но в этих местах раньше комаров практически не было. Были те комары, которые не кусаются, такие зеленоватого цвета, я там не помню, как их название. Они вот вверху гудят там в кронах деревьев. И все. А вот этих мелких кусючих и не было никогда. Сегодня, конечно, погодка штиль. Течение никуда не тянет. Кайф ловить в такую погоду. Любую поклевочку видно. Долго ждать не пришлось, только выключил камеру. Сразу началось какое-то шевеление. Поплавочек подпрыгивал. Думаю, не переборщил ли я с крючком. Ну как, он по размеру небольшой. Клещ его вообще без труда проглотит. Но он довольно с толстой проволоки. Опа! Вот и попалась. Оп. Что-то совсем небольшой. Открой рот. Ля, вот оно, когда ты успел так проглотить? Блин. Стой. Сейчас отпущу. Открой рот. Все. Попер. Просили меня в комментариях показать, как я солю рыбу. Я, в принципе, подготовился, взял соли. Но, как назло, в этот раз плотва совсем не клюет. А леща я не люблю солить, потому что не люблю есть соленого леща в виде таранки. Вот. Как только наловлю плотвы, обязательно засолю. Тем более летом крупную рыбу намного
проблематичнее солить, особенно если вот так вне цивилизации. Надо выкапывать холодильник, ямку, чтобы была более-менее прохладная. И то не всегда. То есть, ну, там есть нюансы, я их даже не знаю. То есть, там мой дед, там, да, он умел солить крупного леща даже летом в жару. А у меня часто получалось, что вроде и соленая рыба, но она пропадала в итоге. Вот. Поэтому это не я должен показывать, а наоборот. Мне нужно объяснить, как правильно солить крупного леща. Пока такая погодка спокойная, можно хорошо заснять поклевки. Оп. Вот примерно так. Чуть-чуть притопил, сразу подсек. И вот он, товарищ. Хороший такой. О, красавчик. А где выкладка? О, ветер поменялся на противоположный. Вот она. Клювака. Оба! Ну да, неплохой, но не то. Ну как вам рыбалочка? О, красота. Ай, зараза. Отомстила мне природа, что я над рыбками издеваюсь. Ловлю и отпускаю. Ну, я бы не сказал, что им бы лучше было, если бы я их поймал и съел. В общем, это сейчас прикармливаю и на берег. Надо позавтракать и принять пилюльки утренние. Получил утренний заряд дофамина и адреналина немного. Хотя, конечно, намного меньше уже адреналина, когда уже их переловил 1000 штук. Это совсем не те ощущения, когда впервые там в юности, в детстве ловишь крупную рыбку. Да, вот это, хотя все равно так всплывает в подсознание детские такие воспоминания. И какое удовольствие, какой восторг получал от поимки, от вываживания рыбки. Не обязательно даже крупной. Это для тебя было впервые необычно и так запоминающееся. Каждый раз прохожу вот здесь по этому проемчику между камышами. И всегда стая красноперки стоит. Очень большая. Ловить не переловить. Жарю можно прямо из-за стола брать спиннинг, поплопопер и сразу на сковородку ловить. Карлос, ты почему не встречаешь? Купаться хочешь, наверное? Карлос, давай искупаемся. Карлос, ты что за костром не уследил? Как он так погас? Пока посудку помоем. И тебя заодно. Я тоже, не переживай. Да ну ладно, не кряхти. Все будет хуже, чем ты думаешь. Карлос, не крутись. Давай, поплыли. Аккуратней. О, вот ты нырять любишь, да? Иди помою тебя хоть чуть-чуть. Стой, дай почухаю. Да стой, ты грязный весь. Жарится, конечно, моментально. Это бывает на газоне. Вроде максимум даешь, а нет той температурки, чтобы хорошенько обжарить. Надо как-нибудь борщ приготовить на природе. Я делал пару раз. С таким удовольствием заходит борщ, особенно когда долго находишься.
Вроде бы и сковородка тонкостенная, не чугунная, а долго так жар остается. Я точно не знаю, но знаю, что однозначно вкуснее, когда немного вот именно обжариваешь эту пасту. Она то ли карамелизуется, более сладкой становится. Ну, точно не буду я утверждать, что происходит, но точно вкуснее она получается. Сейчас еще немного обжарю, и потом будет яичница с помидорами. Ну, в смысле, с томатной пастой. Так, чтобы сильно все не сгорело. Вот так вот я временами над огнем подержал, потом убрал. Так, яйки. Спасибо, буду. Вчера тоже жарил на завтрак яичницу. Все точно так же. И забыл посолить. И съел, даже не заметил, что не соленое. При том, что я очень люблю соленое, но стараюсь все-таки меньше есть соли. Сегодня заведомо не посолил. Посмотрим. Также зайдет. Главное, чтобы аппетит хороший был. Ну и хватит. Вот и завтрак. Так, огурчик да есть последний. И чаек немного разогреть. Приятного аппетита, кто кушает вместе со мной. Включимся после завтрака. У меня этот гамачок уже как некая традиция, как традиция. Когда кто-то любит там под кофе сигаретку закурить или там еще какие-то там такие привычки, скажем. Вот. И у меня вот такая теперь привычка. Не скажу, что очень вредно. Карлос, отстань. Нет, ты мокрый еще. Иди гуляй. О, вот так немножко поваляться. После еды, особенно после пилюльки. Нет, Карлос, отстань. Оборвемся, я второго падения не выдержу. Заходил в домик за пилюльками и обалдел. Карлос двери умеет открывать, а закрывать же не умеет. А там снова такой рой комаров. Теперь нужно как-то их опять выгонять. И прекрасно на данный момент понимаю, что надо в следующий раз не забыть там какие-то средства, те же вот спиральки от комаров или еще что-нибудь, или этот, как его, фумигатор, да. Есть у меня вот это там с жидкостью и с таблетками, вот этими, с пластинками. Вроде дома работает, комары падают. Вот. Не проблема к аккумулятору подключить. У меня есть небольшой такой преобразователь 12220. Такой вообще малюсенький, там не знаю сколько он, 100-200 ватт, не знаю. Но для фумигатора с головой хватит. Ну и там зарядку для телефона можно также подключить. Вот. И я к тому, что все равно забуду в следующий раз. Ладно. Я недолго, минут 10, и займусь чем-нибудь полезным. Посплю, например. Поели, можно и поспать. Так вы сейчас пишете. Поспали, можно и поесть. Разобрал я электромотор. Видно обуглившиеся провода. Но причины я не знаю, почему они обуглились. Может быть, как вариант, вот этот вот просто от нагрева две оплетки вот так были рядом. И они, если замкнули, то могло быть вот это задымление и полностью короткое замыкание. Из-за этого чуть не загорелось. Даже не знаю, что с этим можно сделать. Посмотрю, есть ли у меня изолента, но она не особо здесь поможет. Но попробую все заизолировать, одеть на место. Хотя это далеко не факт, что
он будет корректно работать. Где-то у меня были кембрики самоусадочные, вот эти трубочки. Не знаю, взял ли. Ладно. Синяя изолента творит чудеса. Это, как помните анекдот. Мужик приходит в магазин, в автомагазин, спрашивает: у вас есть запчасти на УАЗик? А что вам надо? Ну, изоленту синюю и проволоку. А продавец говорит: ух ты, а что вам, запчасти от Нивы подходят? Профилактику сделать, все позачищать, контакты поподжимать. Может, еще походит. Я надеюсь, это не от того, что разгерметизировался движок, и оно поэтому, может быть, греется. И вот такая вот проблемка возникла. Еще как вариант, очень жарко было в этот день. Хотя, я же говорю, шел не на максимальной скорости. Он грелся сильно, когда на 5 идешь. Вот. Но тогда не так жарко было на улице. Если бы спина не болела, я бы с большим удовольствием бы на бензиновом бы пришел. Это же лодку дотащить. Ладно, движок, а лодку тоже там 65 килограмм. Перевязал моторчик, подмотал, подремонтировал, можно сказать. Очень хочется верить, что он еще поработает. Хотя не факт. В общем, проверю. В обед выйду порыбачить и как раз поставлю мотор. Посмотрю, как он, если сразу сходу не задымит, значит, есть надежда, что еще походит. Вот бревнышко совсем под боком. Уже давно здесь лежит. Из твердых пород. Клинок, кажется. Попробую его резать на пятаки. Правда, не нравится мне, как пила работает. Шикарная сидячая работа с обалденным видом на море. Поехали. Ну и собираю опилки для раствора. Вот, кстати, идея, можно просто заполнить опилками без глины, не знаю, вот эти вот зазорчики между блинчиками. Я придумал. Я пока здесь буду резать или пилить, а вам покажу красотищу. Сейчас разверну камеру. Ну вот примерно так это будет выглядеть. Кору поснимаю. И вот, наверное, заполню либо раствором, либо просто опилками. Вот эти вот зазоры. По-моему, неплохо будет. Я думаю, нужно будет обработать все отработкой, пропитать. И цвет будет такой, как, ну, темная морилка такая. И зимой, когда по снегу, там, по слякоти заходишь с сапогами, чтобы меньше гнила древесина. Если будет отработкой пропитанная, прослужит намного дольше. Может быть, хватит еще допилить. Вторая пара аккумуляторов от пилы, она сейчас задействована в зарядке. Я, так как забыл от большого аккумулятора зарядку, ставлю от этих, подзаряжаю аккумуляторы маленькие от камеры, от микрофона. Поэтому пусть пока остынет, а я пойду порыбачу. Кстати, запишу рыбалку в 360 градусов. Я думаю, многие уже видели мои видео 360. Кто не в курсе,
можно будет вращать ракурс камеры вообще в любую сторону. То есть не туда, куда я именно указываю, а есть такой, короче, такая фишка современной съемки, что камера снимает все вокруг 360 градусов, и вы можете посмотреть, когда я нанизываю, там, что я насаживаю, как я подкармливаю, как поклевка происходит, как подсечка. То есть вообще в любую сторону, в любой момент вы можете все это увидеть и направить камеру туда, куда нужно. Думаю, что вот именно в такой рыбалке будет довольно интересно. Так, сначала я заберу садок, возьму с собой. Вдруг поймаю что-нибудь. Вот он у меня впереди по курсу. Немного его притопило. Был на рогачике, а теперь рогачик свалился. Лещи там сидят уже, наверное, сильные. А вон он, Карлос. Сейчас будет, на гнездо усаживаться. Когда ты уже высидишь там свои эти, что ты там высиживаешь? Да, я хотел проверить, как там электромотор сдюжает, не сдюжает, но потом решил, что будет неудобно садок с кормы опускать. Так, что я запарковался, вот как и говорил, на амортизаторах, но, к сожалению, на одном пока. Утром я перевязал крючок, не очень мне понравился, сильно толстая проволока. Сейчас поставил потоньше, вроде неплохой. Вот. Я иногда делаю вот так прямо с открытым жалом. Ну, хорошо, намного лучше засекается, но иногда, когда капризный, боится подходить. Но, в принципе, вот новый крючок, он, если так не замечает, он сразу как бы прилипает к слизистой, когда острый. И он уже и деваться некуда. Назад вот тьфу-тьфу-тьфу, а все. Как обычно, забрасываю на кормленном месте сначала без прикормки. Если поклевки не следует в течение там минуты-двух, ну, в ближайшие там минуты, то подсыпаю небольшую жменьку. Часто бывает, что рыбу это провоцирует на поклевку. Не знаю, с чем это связано. Может быть, окружающая рыба со всех сторон видит издалека, что сыпется прикормка, и они начинают подходить потихонечку. А тот лещ, который стоит возле поплавка, например, он не голодный, а смотрит, что его собратья подходят, окружают его со всех сторон. Думает, сейчас заберут то, что рядом с ним, и думает, надо ее срочно съесть. Так, вот сейчас проверим еще разочек. Сильно тянет, будет далеко от поплавка. Уйдет, да. Надо бросать с упреждением на метра на 3, наверное. Туда вперед подбрасывать. Потому что, ну, я ж шары не делал с глиной, там, со всем остальным. Просто перловка, да и все. Если шарами закинуть, конечно, они тяжелые, быстро упадут, а где-то рядом. Считается, что по волне лещ клюет лучше. Ну, я так подозреваю, потому что, ну, даже хоть здесь там 5-5,5 метров глубины, но все равно какая-то тень видна, тем более, что солнце светит, тень лодка отбрасывает, и рыба может пугаться ее. А вот когда такая рябь, она, наверное, разбивает эту тень, не так видно. Что-то погодка начала портиться, ветер раздувается, тянет еще сильнее, уже и лодку начинает понемногу стягивать даже. К сожалению, резинка у меня, этот амортизатор только с этой стороны, а с той нет, он может подтягивать кирпичи. Была только что курьезный момент. Была поклевка, я подсек, чувствую, что нормальный лещ, включил камеру и в полной уверенности, что она снимает, давай рассказывать, как его правильно вываживать, как в таких условиях правильно закормить, чтобы прикормка легла в точку лова, там, ну, короче, умничал долго. Минут 5 я что-то рассказывал, и лишь когда
прошло 5 минут и камера от бездействия выключилась самостоятельно, я понял, что все это не снималось. Ну, лещ припаркован. Теперь у меня 3 штуки в садке. После этого еще с полчаса просидел. Не хочет клевать и все. Друзья, звезды сошлись, карты сложились. Аккумуляторы разряжены. Мотор сломался. И мне нужно было завтра край быть дома. Я планировал сегодня остаться. Но вот этот вот надвигающийся шторм дал мне последний пазл, что нужно быстренько собираться и пока есть попутный ветер, ориентироваться в сторону дома. Потому что если завтра ветер поменяется и мотор прикажет долго жить, что не исключено, то я даже не представляю, как можно будет против ветра на веслах. Очень сложно. Сейчас меня сдувало. Это хорошо, ветер в нужную сторону. Поэтому я принял решение оперативно собраться и выдвинуться в обратный путь. Но скоро я вернусь. У меня есть несколько небольших делишек в городе. И потом я снова приеду. Так, отчалили с Карлосом. Может, конечно, и опрометчивое решение в шторм надвигающийся выходить в путь. Но завтра край надо быть в городе. Поэтому вот. Пока ни мотора, ни весел, а неплохо идем. Сейчас все-таки попробую, конечно же, подключить электромоторчик, чтобы хотя бы подруливать там на первой передаче. Посмотрю, будет ли он перегреваться, будут ли дымить провода или нет. Ну а дома нужно будет сделать ревизию ему. И на этом буду с вами прощаться. Всем мира, здоровья и добра. Увидимся в следующих видео. Пока-пока. Провода вроде бы не греются. Ну, в общем, видно будет. Если что, буду выходить так по ветру, чтобы галсами идти к пути. Еще раз пока-пока. Увидимся скоро в следующих видео.